Добавила один неожиданный ингредиент, и все изменилось. Теперь это мои любимые котлеты. А ведь в них нет ни грамма мяса. Первым делом натираю один кабачок на крупной терке. Пока я натираю кабачок, не забудьте поставить лайк, если вам нравятся простые домашние рецепты. Пока идет самый скучный этап рецепта, напишите в комментариях, где вы живете. Люблю читать кто откуда. Всем спасибо за поддержку. Кстати, кабачки также можно по желанию заменить цукини. Добавляю немного соли, буквально одну чайную ложку, и оставляю на несколько минут, чтобы он пустил сок. Чем водянистее кабачок, тем важнее дать ему время выделить сок, так котлеты не будут разваливаться при жарке. Все хорошенько перемешиваем и оставляем в сторонке. Пока кабачок пускает сок, натираю одну морковь на крупной терке. Чем мельче вы натрете морковь, тем более нежной получится структура котлет. Но я люблю, когда овощи немного ощущаются на вкус. Но если вы не любите, можно и вовсе его не добавлять. Сразу перекладываю в большую миску, в ней будем все смешивать. Теперь натираю 2 средние картофелины, тоже на крупной терке. Картофель лучше сразу вмешивать, чтобы он не темнел. Можно также сбрызнуть немного лимонным соком, если не собираетесь сразу жарить. Добавляй к моркови. Добавляю 2-3 зубчика чеснока, можно пресс или мелко натертый на терке. Кстати, если боитесь запаха чеснока на руках, перед натиранием можно слегка смазать пальцы растительным маслом. А если не любите яркий вкус чеснока, можно взять всего 1 зубчик, он все равно придаст приятный аромат. Возвращаемся к кабачку. Теперь отжимаю кабачок от лишней жидкости и отправляю его в общую миску. Совет: не выбрасывайте кабачковый сок. Его можно добавить в тесто или суп. Это очень полезная жидкость. В нем очень много витаминов и минералов. Кабачки обязательно нужно хорошо отжать, иначе масса будет слишком жидкой и котлеты не будут держать форму. Я отжимаю руками, но если кабачков много, можно использовать марлю или просто положить в сито с грузом. Кабачки отжали, теперь добавляем 2 яйца. Далее всыпаю 4 столовые ложки овсяных хлопьев. Они впитают лишнюю влагу и сделают структуру котлет более нежной. Добавляю 3 столовые ложки муки для связки и плотности. Теперь солим, перчим по вкусу. Можно также добавить любимую зелень. По желанию еще можно добавить любимую приправу для мяса, курицы или рыбы. Тогда котлеты получатся с этим же вкусом. Вместо овсянки можно использовать манку, а вместо муки – рисовую или кукурузную. Так вы легко адаптируете рецепт под свои предпочтения. Теперь все хорошенько перемешиваем. Если в процессе потом появилась лишняя влага, ничего страшного, можно его просто убрать. Ставим сковороду на плиту и наливаем немного масла. Пока масло нагревается, формируем котлеты. Чтобы была хрустящая корочка, обваливаю каждую котлету в муке перед жаркой.
Форму выбирайте любую. У меня получились овальные. Можно также сделать круглые. Если не любите обжарку, котлеты можно запечь в духовке при 180 градусов около 25 минут. Это еще более полезный вариант. Когда масло хорошо разогрелось, аккуратно выкладывая котлеты на сковороду. Жарю по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Не переворачивайте раньше времени. Пусть хорошо подрумянятся с одной стороны. Тогда они легко отойдут от сковороды и не развалятся. Наши котлетки готовы. Подаю горячими, со сметаной, соусом из майонеза с чесноком или просто салатом. Если остались на следующий день, разогрейте на сухой сковороде или в духовке. Будут как свежие. Вот такие простые, сытные и ароматные котлетки. Подходят на ужин, обед, перекус или даже в дорогу. Я готовила впервые и буду повторять. Баракаллаху фикум за просмотр и поддержку. Если рецепт был полезен, напишите в комментариях, сохраняйте, подписывайтесь. До новых встреч, иншаллах. И спасибо, что досмотрели видео до конца.